Этот бедный пес был на грани смерти. Он выглядел таким истощенным, и любому было ясно, что он испытывает сильнейшую боль. Все просто проходили мимо этого ископаемого щенка, будто его там и не было, кроме одного человека. То, что произошло дальше, заставит вас пролить слезы. В разных частях мира бездомные животные живут на улицах. Каждый день они выходят на поиски пищи, надеясь, что кто-нибудь приютит их навсегда. К счастью, некоторых из них спасают и берут к себе. К сожалению, некоторые бездомные собаки никогда не находят приюта и продолжают жить в ужасных условиях. Они никогда не едят вкусной еды, не спят в теплых кроватях и не получают ласки от хозяев. К сожалению, они умирают, так и не испытав красоты этого мира. Одна такая собака по имени Геркулес жила на улицах Аргентины, и ей чуть не пришлось потерять жизнь. У Геркулеса не было плохого начала жизни. Когда-то у него были любящие хозяева, которые осыпали его любовью и лаской. Молодая пара усыновила Геркулеса, когда их брак был на грани распада. У них были проблемы с зачатием, поэтому они решили, что забота о собаке сблизит их. Как только Геркулес попал в дом пары, постоянные ссоры прекратились. Пара хорошо заботилась о щенке, и каждую ночь Геркулес спал между ними. К сожалению, через несколько месяцев ссоры возобновились, и вскоре пара поняла, что будет счастливее порознь. И вот однажды жена ушла из дома и больше не вернулась. В следующий месяц муж тоже не смог жить в доме. Воспоминания о жене преследовали его, и он тоже ушел, бросив бедную собаку. Пара даже не подумала, как же будет выживать собака без них. Они забыли, что когда-то он был источником их счастья. К сожалению, они беспокоились только о своих болях и страданиях. И вот Геркулес теперь в одиночестве оказался на улице, чтобы самому заботиться о себе. Поначалу люди были добры к бездомному щенку, потому что он выглядел милым и здоровым, и часто подкармливали его. Но когда он начал терять вес и выглядеть неопрятно, люди стали гнать его прочь. Они больше не хотели видеть его рядом. Со временем Геркулесу становилось все сложнее выживать на улице. К сожалению, погода была неблагоприятной, и вскоре щенок подхватил простуду. Геркулес начал спать в теплых, но грязных местах. К сожалению, это только ухудшило его состояние, и у него развилось тяжелое кожное заболевание. Бедное животное начало терять всю шерсть. После этого у него больше не было сил выходить на поиски пищи, и он просто лежал на месте, весь день чесался. За месяц состояние животного сильно ухудшилось. Он стал таким худым, что мог только лежать в одном месте, ожидая конца. К этому моменту у него почти не осталось шерсти, и он был неузнаваем. Он был настолько худым, а его кожа настолько сухой и грязной, что он больше походил на ископаемое, чем на живую собаку. Печально, что история Геркулеса происходила на улице в праздничное время. Поскольку приближалось Рождество, улицы кипели активностью. Всюду были праздничные огни и елки, каждый день люди проходили мимо Геркулеса, смеясь и обсуждая свои планы на Рождество. Но никто не остановился, чтобы помочь бедному животному. За неделю до Рождества Геркулес начал медленно умирать. К тому времени он уже выглядел как скелет. Все, кто проходил мимо, думали, что он мертв. Те же, кто видел, что он еще дышит, теряли надежду. Они не думали, что у собаки есть шансы, просто смотрели на него, качали головами и шли дальше. Сам Геркулес знал, что его никто не спасет. Но щенок ошибался, как и все, кто опустил руки. Потому что за 2 дня до Рождества появился добрый самаритянин, и вы не поверите в то, что вы сейчас увидите. 23 декабря 2017 года Пьер, спасатель животных, приехала навестить подругу в Буэнос-Айресе, Аргентина. По прибытии Пьер услышала, что где-то в районе валяется безжизненное животное. И она решила вмешаться. Пьер оббежала весь район и в конце концов нашла собаку,
лежавшую возле дома. Она была потрясена, увидев состояние бедного животного. Его глаза, слабо приоткрытые, казались тусклыми, а скелетообразное костлявое тело было покрыто язвами. «Я заплакала, потому что не могла поверить, что никто не помог ему», — сказала Пьер. Она подошла к животному, присела рядом и ласково сказала «Привет». Тогда собака посмотрела Пьер в глаза и застонала. Его скулеж разбил мне сердце. Как будто он пытался сказать, что испытывает сильную боль, рассказала Пьер. «Все в порядке, я здесь, я заберу тебя домой», — сказала Пьер, а собака простонала еще раз. Пьер быстро поместила собаку в клетку и понесла к знакомому ветеринару. Собака могла умереть, если бы Пьер не действовала быстро. Попав к ветеринару, Пьер узнала, что собака может выжить, если переживет рождественские выходные. Ей также сказали, что ей придется ухаживать за собакой круглые сутки. «Я была готова сделать все, чтобы собака выжила, поэтому я оставила все остальные дела и сосредоточилась на ней», — сказала Пьер. После того, как ветеринар надлежащим образом обработал щенка, Пьер забрала его домой, чтобы он мог поправиться. Она сделала для собаки удобное и хорошее убежище, а затем села рядом и сказала ему, что никогда его не покинет, и все, что ему нужно сделать, это поправиться в своем темпе. К сожалению, несмотря на усилия Пьер, собака отказывалась есть в течение первых 3 дней и продолжала терять вес. «У него не было желания выжить, и я поняла, что он уже смирился», — сказала Пьер. Хотя пес отказывался есть, Пьер давала ему воду каждые 3 часа, чтобы он не обезвоживался. Она также сидела рядом с ним, чтобы он видел, что не одинок в своих страданиях. Первые 3 дня были безумными, и 2 раза я думала, что собака умрет. Он действительно плохо выглядел. Но после первой недели все изменилось. Геркулес внезапно начал бороться за жизнь, и с каждым днем ему становилось лучше. Он начал доказывать мне, что он намного сильнее, чем казалось, и мне это очень нравилось, сказала Пьер. Во время восстановления Пьер поднимала Геркулеса и поощряла его идти, но он не мог. К счастью, Пьер была очень терпелива и часто говорила псу, что у нее есть все время мира. Через 3 недели произошло нечто прекрасное. Геркулес внезапно встал и начал ходить самостоятельно. Однако после нескольких шагов он упал. Несмотря на это, Пьер была в восторге, так как восприняла это как знак, что животное теперь отчаянно борется за выживание. На следующей неделе Геркулес начал двигаться, хотя и постепенно. Он мог идти 30 минут, а затем падал. Позже он смог идти час, прежде чем упасть, а затем прошел целый день, неделю, и прежде чем Пьер успела опомниться, когда-то безжизненное животное бегало по дому и прыгало на нее. Именно в это время Пьер, которая никогда не знала оригинального имени бездомного пса, решила дать ему имя. Я была настолько обеспокоена и взволнована, что даже не подумала, что не знаю его имени, а ему нужно было имя. Она назвала его Геркулесом в честь греческого бога силы и героев. Какое подходящее имя для собаки, побывавшей в аду и обратно. По мере дальнейшего восстановления собаки к нему вернулись силы, и шерсть начала отрастать. Через 2 месяца адекватного ухода и любви от Пьер вот как теперь выглядит Геркулес. Разве это не замечательно? Кто бы мог подумать, что под этим умирающим худым животным скрывалась эта милая, очаровательная и живая душа. Первоначально Пьер планировала отдать Геркулеса на передержку после полного восстановления, но их связь стала настолько крепкой, что она не смогла с ним расстаться. Я так рада, что усилия Пьер окупились. Спасательница животных и ее питомец теперь с нетерпением ждут дней, полных веселья, счастья и любви. Это было бы невозможно, если бы Пьер не обратила на Гер внимания. Если бы вы были на месте Пьер, как бы вы поступили? Не стесняйтесь поделиться своим мнением в комментариях. Берегите себя и до встречи в следующем видео.